Цена чистой репутации. В 2020 году этот человек стоял на сцене премии «Оскар», держа в руках заветную статуэтку за фильм «Паразиты», а весь мир аплодировал его таланту. Ли Сон Гюн был воплощением корейской мечты, любящий муж, отец двоих детей, актер с уникальным, обволакивающим тембром голоса и безупречной репутацией. В Корее репутация – это все, это твердая валюта, которая создается десятилетиями и уничтожается ровно за 1 секунду. Осенью 2023 года имя Ли Сон Гюна внезапно появляется в заголовках криминальной хроники, мгновенно стирая все его прошлые заслуги. Актера обвиняют в употреблении запрещенных веществ в закрытом элитном клубе Каннама, а главным свидетелем обвинения становится молодая хостес. В один миг рекламные контракты разрываются, его вырезают из новых кинопроектов, а вчерашние фанаты начинают оставлять тысячи полных ненависти комментариев под каждым его фото. Ли Сон Гюн трижды проходит официальные токсикологические тесты, и каждый раз государственная лаборатория выдает один и тот же результат – абсолютно чист. Но корейское правосудие и разъяренная интернет-толпа уже вынесли свой приговор, не дожидаясь официального решения суда. Полиция устраивает актеру 19-часовые публичные допросы, превращая расследование в изощренное психологическое шоу перед камерами журналистов. 27 декабря 2023 года машину актера находят в одном из парков Сеула, а на пассажирском сиденье лежит короткая записка для жены. Человек, который мог сыграть еще десятки гениальных ролей, просто не выдержал тяжести разрушенной жизни, став жертвой системы, не прощающей даже намека на ошибку. Записка на 2 страницах. Ноябрь 2024 года шокировал индустрию новой внезапной потерей, которая заставила содрогнуться всю Азию. Сон Дже Рим – яркий, харизматичный актер, покоривший сердце зрителей в культовой дораме «Солнце в объятиях Луны» и шоу «Мы поженились», был найден в своей квартире в Сеуле. Ему было всего 39 лет, его карьера продолжалась, он только что завершил выступление в крупном театральном мюзикле и строил планы на будущее. Рядом с телом полиция обнаружила 2-страничное письмо, содержание которого до сих пор полностью не раскрыто по просьбе его убитой горем семьи. Но настоящая причина трагедии, по мнению близких и коллег, крылась в тени, которая преследовала актера на протяжении нескольких последних лет. Безумный сасен-фанат из Японии устроила настоящую ментальную охоту на Сон Дже Рима, ежедневно публикуя в социальных сетях его личные данные, скрытые фото и прямые оскорбления. Эта непрекращающаяся кибератака буквально выжигала актера изнутри, превращая его жизнь в постоянное ожидание удара в спину. Экранный образ сильного, несокрушимого воина рассыпался перед безжалостной реальностью интернет-травли, защититься от которой в Южной Корее практически невозможно. Погасшая звезда айдола. Когда ломается жизнь взрослого актера, это трагедия, но когда под прессом славы гибнет молодой, улыбчивый юноша, это становится национальной катастрофой. Мун Бин был сердцем популярной группы Астра и невероятно перспективным актером, начавшим свой путь еще в детстве с роли в легендарной дораме «Мальчики краше цветов». Его визитной карточкой была невероятная, теплая улыбка, которая, казалось, могла согреть любого, кто смотрел на него через экран смартфона или телевизора. Но за этой сияющей улыбкой скрывался изнурительный график, где сон длился по 2-3 часа в сутки, а требования к внешности и поведению граничили с жестокостью. В апреле 2023 года менеджер заходит в квартиру Мунбина в престижном районе Каннам и находит парня без признаков жизни. Ему было всего 25 лет, возраст, когда жизнь только должна набирать свои самые главные, счастливые обороты. Официальные отчеты были сухи, но фанаты знали правду. Парень неоднократно признавался, что чувствует себя истощенным и не справляется с колоссальным давлением статуса идеального айдола. Его уход вызвал волну траура по всему миру, заставив YouTube и социальные сети буквально утонуть в слезах миллионов людей, которые так и не поняли, почему их кумир страдал в полном одиночестве. Проклятие фамилии Чхве. Если современные трагедии списывают на социальные сети, то история этой женщины доказывает, корейская индустрия была жестокой всегда. Чхве Чжин Силь в 90-е годы называли «актрисой нации», ее обожал каждый житель страны, а режиссеры выстраивались в очереди, предлагая любые гонорары. Она была иконой стиля, главной звездой романтических дорам и любимицей миллионов, чье счастье казалось нерушимым и вечным. Но сказка закончилась,
когда ее брак с известным бейсболистом превратился в публичный ад с домашним насилием, судами и грязными публикациями в прессе. В 2008 году, после того, как в сети ее несправедливо обвинили в доведении до крайности своего близкого друга-актера, Чхве Чжин Силь не выдержала. Ее нашли в собственном доме, но на этом леденящая душу история, похожая на проклятие, только началась. Спустя ровно 1,5 года ее младший брат, актер Чхве Чжин Йон, за чьей карьерой тоже следила вся страна, уходит из жизни точно таким же способом. А еще через 3 года бывший муж актрисы, не справившись с грузом вины и общественного презрения, замыкает этот страшный круг. Одна семья, 3 сломанные судьбы и имя, которое навсегда закрепилось в истории корейского кино как символ самого жуткого семейного рока. Тьма за кулисами театра. Чон Ми Сон была той самой актрисой, без которой невозможно представить ни одну культовую корейскую дораму 2000-х годов. «Солнце в объятиях луны», «Императрица Ки», «Чикагская пишущая машинка», ее благородной, сильной героини всегда вызывали у зрителей абсолютное доверие. Она была замужем за известным режиссером, воспитывала сына, ее съемочный график был расписан на месяцы вперед, а коллеги называли ее душой любой съемочной площадки. В июне 2019 года Чон Ми Сон приезжает в город Чинджу для участия в театральной постановке и заселяется в местный отель. Утром она не выходит на репетицию, а обеспокоенные коллеги находят актрису в ванной комнате ее номера без каких-либо следов борьбы. Позже следствие выяснит, что за идеальным фасадом успешной карьеры Чон Ми Сон долгие годы скрывала тяжелую, удушающую клиническую депрессию. Она созванивалась с тяжелобольным отцом за несколько минут до финала, и этот короткий разговор стал последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Индустрия снова сделала вид, что ничего не произошло, заменив актрису в текущих проектах уже через несколько дней, словно человека никогда и не существовало. Смертельный марафон на выживание. Самину был лидером популярной группы 100% и харизматичным актером, чья карьера стремительно шла в гору после ролей в молодежных дорамах. Он обладал редким для корейского шоу-бизнеса качеством, абсолютной искренностью и полным отсутствием высокомерия в общении с поклонниками. Март 2018 года должен был стать временем триумфального возвращения его группы на сцену после долгого перерыва. Но вместо анонса нового альбома агентство выпускает экстренное заявление: Самину обнаружен в своем доме в Каннаме с остановкой сердца. Ему было всего 33 года, он не страдал хроническими заболеваниями и регулярно проходил строгие медицинские комиссии. Внезапная смерть молодого атлета породила массу слухов о жестких диетах, экстремальных тренировках и психологическом давлении со стороны менеджмента. В Корее контракт артиста часто называют рабским, ведь парень буквально принадлежал компании 24 часа в сутки без права на личную жизнь и отдых. Его сердце просто не выдержало дикого марафона на выживание, который устроила ему индустрия ради красивой картинки на музыкальных шоу. Прерванный полет на взлете. Чха Ин Ха был участником уникального актерского объединения Surprise You и невероятно талантливым парнем, чьи роли второго плана запоминались ярче главных героев. Его карьера только начиналась, но критики уже пророчили ему статус новой главной звезды телеэкранов благодаря его невероятной харизме и глубине игры. В 2019 году он снимался в романтической комедии «Люди с недостатками» вместе с ведущими актерами страны. 3 декабря, в разгар съемочного процесса, когда половина серии дорамы уже вышла в эфир, Чха Ин Ха был найден мертвым в своем доме. Парню было всего 27 лет, и его уход стал третьим за несколько месяцев в корейской индустрии, что вызвало настоящую панику среди молодых артистов. За день до трагедии он опубликовал в социальных сетях фотографию, где мирно пил кофе, с подписью «Пожалуйста, будьте осторожны в холодную погоду». Никаких намеков, никаких видимых проблем, просто внезапный, шокирующий обрыв жизни прямо на середине взлета, мотивы которого полиция так и не смогла раскрыть. Дораму пришлось монтировать заново, вырезая сцены с его участием или оставляя их как дань памяти, отчего просмотр этих серий до сих пор вызывает у зрителей мороз по коже. Загадочный финал апрельской ночи. Завершает наш трагический список история, которая произошла совсем недавно и до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов. Пак Бо Рам не была актрисой первого плана, но ее голос знал каждый любитель дорам, ведь именно она исполняла самые трогательные и душевные песни к главным сериалам страны.
Ее песни звучали в наушниках миллионов людей, помогая им справляться с собственными жизненными трудностями и депрессиями. В апреле 2024 года Пак Бо Рам находилась в гостях у своих близких друзей в пригороде Сеула. В разгар вечера девушка отошла в ванную комнату, откуда долго не возвращалась, что заставило друзей забить тревогу. Ее нашли без сознания, склонившейся над раковиной, а прибывшие врачи скорой помощи уже не смогли вернуть 30-летнюю певицу к жизни. Вскрытие не показало следов насилия или присутствия опасных веществ, оставив следствие в полном тупике перед лицом внезапной смерти молодой женщины. Эта загадочная ночь оборвала подготовку к выпуску ее большого юбилейного альбома, который должен был ознаменовать 10 лет ее успешной работы на сцене.